больше следить за учителями, которые преподают английский язык. Это единственный язык программирования мировой. Будем учить китайский, все будут учить русский. Сейчас эта проблема все решится с тем, что называть нельзя. Сейчас распространяется Москва на весь мир. У нас все указатели на английском языке, вы о чем? Мы учили немецкий, напали немцы. Теперь англичане атакуют со всех сторон. В конце концов, на каком языке вести переговоры? Стоит ли перестать преподавать английский язык в российских школах? Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что знание другого языка развивает интеллект и помогает узнать другие культуры. Это очень полезно. Я считаю, что нет, потому что английский язык один из самых важных языков в принципе в мире, он один из самых первых, вот, если об этом говорить даже. Вот. Я считаю, что чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Ни в коем случае. Я считаю, что надо и на дошкольном образовании с 1 класса. Нет, конечно. Я считаю, что нет, конечно, потому что наше будущее, оно зависит от английского. Сейчас все профессии связаны с английским языком, вот, и мне кажется, это очень важно. Сейчас распространяется Москва на весь мир, мы должны разговаривать со всеми, понимать их. Это международный язык. Почему? Ну, как за границу поедешь, как будешь общаться с другими, в Индии, например, или в арабских странах, и в Европе, в конце концов. Это невозможно. Нет, нужно преподавать. Почему? Чтобы были хоть какие-то элементарные базовые знания. Раньше же больше языков именно преподавали специально. То есть, я думаю, нужно обязательно. Как вы считаете, стоит ли перестать преподавать английский язык в российских школах? Нет. Почему? Не знаю. Мне кажется, что не стоит, потому что английский язык все-таки это общий язык для всего мира. Нет. Почему? Но он нужен. Зачем вот в текущих условиях России он нужен, как считаете? Каких текущих? Ну вот Россия, она же изолируется от всего мира. Да нет. Думаете, нет? Она в лидеры идет. Поэтому нам нужен иностранный язык. Нужны, конечно. Но иностранный не помешает девушке. Думаю, что не стоит. Почему? Ну, английский язык – это международный язык. Вот. Ну и, собственно, у нас сейчас основная масса информации, что касается компьютеризации всего, то есть на английском языке, поэтому нужно оставить. Не-не-не, конечно, нет. Нет, это важно. Сейчас это один из основных предметов, который понадобится школьникам, само собой. Естественно, не надо прекращать. Но сейчас эта проблема все решится с тем, что называть нельзя, и потом все равно английский нужен будет, поэтому... Нет. Почему? Потому что английский важен, да. Он используется почти во всех странах, и просто придется его знать. В будущем он понадобится, если ты хочешь стать каким-то важным человеком, то он понадобится в любом случае. В мире невозможно жить без английского. Да. Нет, не стоит. Пускай образование улучшается, конечно. Не стоит. Учат еще больше языков. Английский, он технический, универсальный, нет, не нужно. У нас все указатели на английском языке, вы о чем? Стоит оставить. Конечно. Оставить. Вообще, конечно, да. обсуждается. Почему вообще такой вопрос возникает? Очень странно. Если такое предложение? Какая-то популистская информация, мне кажется, не больше. Это развитие, да в любом случае, любому человеку, если он знает больше, чем один язык, 2 или 3, это уже лучше. А если это с детства и в школе, то это шанс развиваться и дальше. Плюс инструкции на английском, различные рукописи, тексты, информация любая на английском происходит, пишется, поэтому я не вижу смысла вообще это запрещать. Это какая-то едкая новость, резкая, специально, чтобы обратили внимание, противозападная какая-то такая кампания, то есть, мне кажется, не больше этого. То есть дальше это не пройдет, потому что чиновники, которые пытаются принимать различные законы, часть их семьи живет за границей, в тех же странах, где этот язык является основным. Поэтому, здесь... Сами-то они могут продолжить его учить, а населению запретить, чтобы, не дай бог, чего-то там не узнали, не вычитали. Я думаю, здесь тоже такая двойственная ситуация. Вы правы, конечно, может быть такое, но... Чем более образованный человек, тем больше он найдет лазей, как это всего избежать. Самообразование никто не отменял. Скорее нет, чем да. Почему нет? Все-таки человек должен быть разносторонним, развиваться. Нельзя ограничивать человеку свободу выбора.
Все-таки это больше развитие. Если мы уберем какой-либо язык, даже не обязательно английский, например, запретим тот же французский, это все равно урезка какая-то интеллектуального пространства, скажем так. Нет, зачем? Почему? Нет, не стоит. Лучше преподавать. Ну, потому что в международном бизнесе, в логистике и так далее, английский язык очень востребован. Соответственно, если мы хотим, а мы хотим развиваться и общаться с другими людьми, закупаться или продавать свое что-то, то английский язык на данном этапе просто необходим. Может, когда-то в будущем будем учить китайский или, не знаю, все будут учить русский, но если говорить о актуальном моменте, то английский действительно востребован. Как вы считаете, стоит ли перестать преподавать английский язык в российских школах? Нет, зачем? Пускай учатся, пригодится им. Спасибо, у меня 2 внучки. Пускай учатся. Нет. Почему? Ну, потому что всемирный язык. Стоит. Почему? Потому что русский учить надо. Нет. Не стоит. Почему стоит? Не стоит. А почему? Людям нужно развитие, наверное, какое-то. Ну, как бы люди должны образованы в плане иностранных языков, наверное, быть, потому что сейчас все в основном сделки какие-то финансовые, вообще, то есть сделки проходят на уровне английского языка, испанского, ну и так далее и тому подобное. А вы, ребятка, думаете, почему стоит все-таки преподавать язык? Вообще не стоит такой вопрос задавать, что стоит что-либо запрещать, тем более иностранные языки. Вот некоторые предлагают. Ну, и пусть предлагают, я что делаю? Я же не могу им запрещать предлагать. А запрещать иностранные языки – это крайне неправильно. Нет, конечно. Нет, конечно. Почему? Потому что это международный язык. Вся документация техническая, все на английском, поэтому надо учить. Я думаю, нет. Почему? Почему? Когда преподавали немецкий, я учился на немецком языке. Вот. После Великой Отечественной, вы сами понимаете, да? И до мы учили немецкий, напали немцы. Теперь англичане атакуют со всех сторон. Вот. Надо знать их язык, как с ними общаться, вот. И что они хотят предпринять. Китайский и английский. 2 языка. Но русский прежде всего. Это наш любимый язык. Конечно, нет. Почему? Ну, нужно немножко. Зачем он нужен россиянам? Пригодится для общего образования. Это единственный язык программирования мировой. Только из этого? Ну, мне наиболее ценно это, другим, наверное, что-то еще. И этого достаточно. Это же международный язык. Мы же не должны как-то отставать от других стран. Ногу со временем идти? Идти в ногу со временем, да. В конце концов, на каком языке вести переговоры со странами Запада? На английском. Как вы думаете, вот в текущей нынешней ситуации останутся ли какие-то страны Запада, с которыми мы сможем вести переговоры? Ну, я думаю, надежду никогда не стоит терять. Для этого, конечно, есть предпосылки, что будет сложно, но нельзя опускать руки. Надо надеяться на лучшее. Нет, конечно, вы что? Да его надо учить. Всем, и взрослым, и детям. Почему? Потому что нужно общаться с международным сообществом на все темы. Нет, почему? Не стоит. Потому что английский язык пригодится, в принципе, везде. Программы компьютерные. Ну, вообще английский, он универсальный язык. Я считаю так, что нужно, наоборот, как бы больше следить за учителями, которые преподают английский язык, и чтобы они правильную методу применили в своих педагогических целях. Естественно, нет. Почему? Ну, развитие. Чего? Как чего? Образование. Люди, молодые люди должны быть всесторонне развиты. Я считаю, что не стоит, потому что иностранные связи, коммуникации – это безмерно важно. Я тоже так считаю. И вообще английский язык помогает человеку лучше думать, лучше соображать и приходить к наилучшему развитию событий. Нет. Почему? Ну, на этом языке разговаривают практически вся страна, и, ну, просто, думаю, его надо учить. Ну,
знание иностранного языка все-таки нужно. Как вы считаете, стоит ли продолжать преподавать вам в школах английский язык? Нет, это никому не надо. Это не надо. Это не надо. Нет. 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 Да, потому что вы никуда на работу ни на какую потом не попадете. Не слушайте его, не надо. А почему не надо? Уже половина России. Двойки нам не нужны. Только из-за двоек. Мы в России живем. Я и так пол-английского знаю, все, мне английский не нужен. Я с людьми хожу на английском разговаривать, хотя они русские. Ребятки, вы еще маленькие, юные. Вы на самом деле учите и английский, и другие предметы, потому что вам немецкий любим. Да, мы немецкий любим. Мы немцы. Стоит ли перестать преподавать английский язык в российских школах? Нет, конечно. Почему? Для общего образования полезно. И все? Да ну нет, в любом случае это язык для, в том числе для международного общения. Будет ли у нас в дальнейшем международное общение вот в сложившейся ситуации? Конечно, будет. Думаете? Куда мы денемся? Вернее, куда они денутся? Полезно, востребовано, на многих работах требуется. То есть стоит преподавать дальше? Да. Но я такого же мнения. Английский это же без него никуда сейчас. Родители говорят, что надо английский учить. Поэтому да, надо оставить его. Попутный язык мы его изучали со школы, со всех времен. На нем должны все разговаривать, потому что он используется во многих странах Евросоюза. Вот. То есть один из основных языков. Сможем ли мы поехать в будущем в страны Евросоюза? Насколько в будущем? Даже в ближайшем. Ну как год или как? Знаешь, хоть год это прекрасно. Ну я думаю, да, все нормально будет. Нет, я думаю, стоит продолжать, потому что мир не заканчивается на том, что сейчас происходит, и английский — это всемирный язык, в принципе, поэтому есть смысл. Нет, конечно. Почему? Ну, потому что иностранный язык нужен всем, на нем общаются во всех странах мира. Я даже работал в Израиле, и там общался на английском языке спокойно, пока не выучил иврит. Думаю, нет. Почему? Пусть будет. Нет, не стоит. Почему? Потому что английский нужен всегда, очень много информации на английском языке подается, то, чего мы даже можем не знать. Если его не преподавать, то это обрежет кругозор очень здорово.